Всем привет, меня зовут Илья, это канал «Был здесь». Канал о разных местах и локациях, в которых можно побывать. Я думаю, уже многие истосковались по путешествиям в жаркие тропические страны. В этом ролике я покажу, куда можно отправиться отдыхать сразу же после открытия границ. Туда, где лето круглый год. Удивительная страна, полная контрастов и необычных особенностей. Страна, большая часть которой вытянута вдоль моря и имеет возможность стать самым популярным туристическим направлением в мире. Вьетнам. Различных курортов здесь много, и их будет только больше. Вьетнам стремительно развивается в отношении туризма, и в будущем даже небольшие городки на побережье превратятся в развитые курортные города. Уже сейчас самые популярные материковые и островные курорты полюбились туристам со всего мира. Это города Вунгтау, Фан Тиет с поселком Муйне, Халонг, Ничанг, Дананг, Пхаян и, конечно, остров Фукуок. Все эти и другие курорты одновременно развиваются и совершенствуются. Во всех городах, где я побывал, пока живу во Вьетнаме, своя атмосфера, и классно провести время можно везде. Я живу в Ничанге, поэтому делаю уклон на этот город, но рассмотреть для отдыха можно и другие курорты. Сразу подписывайтесь на канал, далее будут выпуски из других городов и еще всякие разные видосики. Поэтому ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И, конечно же, смотрите предыдущие видео, там много чего интересного. Поехали! Вьетнам – страна с палящим солнцем, песчаными пляжами, морем и тропическим климатом. На побережье всегда тепло, но в разных местах существуют отличия по сезонам. Еще роль играет наличие гор, расположение бухт, где основаны города, и другие факторы. Так, например, на самом юге страны, на острове Фукуок, курортный сезон зимой, а в летнее время дожди. А на севере Вьетнама в зимнее время прохладно. А в гористой местности климат тоже отличается от побережья. Например, город Далат. Он был основан как курортный город в горах для отдыха от постоянной жары. И там, когда нет солнца, без куртки можно и замерзнуть. Ничанг – наиболее комфортное место для отдыха в любое время года. Дождей за год здесь выпадает очень мало, а солнце светит почти каждый день. Дожди, если и бывают, то обычно вечером. Но они настолько тут редки, что я даже рад кратковременной смене погоды. Часто бывает так, что надвигающиеся тучи просто обходят Ничанг стороной. Вечером можно иногда даже увидеть молнии, а дождя в городе так и не будет. Кстати, приложения по прогнозу погоды всегда показывают дожди на каждый день. Но не стоит этого пугаться. Объясняется это тем, что датчики, которые установлены для распознавания осадков, расположены в горах, где более высокая влажность, которую они и распознают как дождь. Так что не стоит на это обращать внимание. А температуру они показывают верно, и днем там почти всегда 30 или около того. А еще важным моментом является то, что в Ничанге не бывает землетрясений и цунами. Город со всех сторон защищен бухтой с островами, а пояс вулканической активности проходит вдали от этих мест. Тайфуны здесь проходят тоже очень редко. А вообще более дождливые месяцы это ноябрь и декабрь, ну и начало января. Но тоже бывает по-разному. Я встречал людей, которые приезжали в Ничанг и попадали на череду дождей. А бывает и наоборот. Ожидаемых дождей может и не быть, так что тут как повезет, это же природа. Главное, что никогда не холодно. Пляжный отдых – это, пожалуй, главное, зачем приезжают во Вьетнам. Песочные, просторные пляжи и чистое теплое море – это гордость Вьетнама. Пляжей в Ничанге и за его пределами много, и подробные обзоры на них я сделаю отдельно. Но в целом могу сказать так, задолго до планирования поездки во Вьетнам я мечтал уехать туда, где море, пальмы и песок. В своей голове я держал мысли совсем о других странах. Тогда про Вьетнам я вообще ничего не знал. А теперь посмотрите, где я в итоге оказался. Это центральный песочный пляж Ничанга, длинный, около 7 километров. Вдоль пляжа растут тропические кокосовые пальмы, а яркое синее море очень притягивает взор. Так и хочется в него окунуться. Первые полгода я купался каждый день. Это ли не рай?
Во Вьетнаме отстраивают все новые и новые отели. В Нячанге при мне завершилось строительство несколько крупных проектов. В центре города достроили второй отель Винперл на первой линии. Первый достроили незадолго до моего приезда в 2018 году. Завершили строительство отеля Панорама и отеля Хаят прямо напротив площади Лотоса, самого центрового места в Нячанге. Достроили еще, например, большие отели Вирга, Регалия Голд. Достраиваются еще и другие большие отели. Так что к бесконечному потоку туристов Нячанг готов. Вообще отели здесь на любой вкус и кошелек. Есть как совсем дешевые, так и дорогие. В Нячанге есть отель, построенный прямо на пляже. Это Анна Мандара. По меркам Вьетнама он реально дорогой, но это единственный отель в центре с таким расположением. Все остальные построены как минимум через дорогу от пляжа. Номера расположены в одноэтажных аккуратных домиках. Территория там ухоженная, там тихо и спокойно. А из бассейна можно любоваться морем или пройти и тут же искупаться в нем. На окраине города есть еще отель Амиана. Здесь также территория с bunгалами, бассейнами, даже со своим пляжем. Он еще красивее, но находится при выезде из города. А вот еще интересный отель такого же типа. Отель Миа, расположенный также за городом. Еще есть отели на островах Нячанга для тех, кто хочет провести время изолированно от всей городской суеты. А вообще можно подобрать для себя неплохой какой-то отель по цене и качеству и дешевле. Выбор огромный. Цены тоже отличаются, но еще немаловажным фактором является новизна отеля. Если возникают вопросы в выборе, то пишите в комментарии, и я могу подсказать что-то. При мне бывало такое, что люди селились в откровенно плохие отели задорого, а могли бы выбрать за эти деньги гораздо лучший вариант и даже дешевле. Помимо малых и крупных отелей в городской черте, где в основном включен только завтрак, есть отели со своими большими территориями и пляжами, комплексные отели All Inclusive. Они находятся за городом, ближе к аэропорту. Вот большой отельный комплекс Diamond Bay Resort, расположенный при выезде из города. А еще сейчас масштабная стройка отелей на длинном побережье пляжа Байзай. Их строят друг за другом на своих больших территориях. Вот, например, отель Рэдисон. Здесь большой отель в центре территории, бунгало, бассейны, выход на пляж. Здесь как раз можно увидеть, на какой пустынной территории выстраивают и оборудуют такие прекрасные отельные комплексы. И так по длине всего пляжа. Где-то заканчивают стройку, где-то начинают или продолжают, а где-то уже не могут дождаться туристов к себе в гости. По-моему, во Вьетнам надо ехать за местным колоритом и погружением в необычную атмосферу, за экзотикой. А в такие обособленные отели обычно отправляются в ту же Турцию. Но то, что во Вьетнаме есть варианты на любой запрос, это, конечно, круто. Я считаю, очень полезно побывать во Вьетнаме для расширения кругозора. В этой стране много своих специфик, особенностей культуры и быта. Если сравнивать с Россией, то здесь вообще другой мир. Далеко не всегда нам могут быть понятны какие-то вещи, но понаблюдать и узнать, как здесь живут люди, интересно. Это страна контрастов и противоречий. Своеобразные здания разной высоты и стиля. Люди здесь могут жить как в приличных современных домах, так и в хижинах, сколоченных из металлических листов. Но в основном в обычных жилых кварталах вплотную построены невысокие узкие здания в несколько этажей. Строятся здания по-простому, тонкие стены и без отопительных систем, поэтому строительство здесь дешевле и быстрее. Зачастую владельцы домов организуют на первом этаже свой частный бизнес, а сами живут на верхних этажах. Многоквартирные дома здесь в меньшинстве, поэтому застройка плотная и занимает большую площадь. Основной транспорт жителей – это личный мотобайк. Автомобилей гораздо меньше, а общественный транспорт почти не востребован. Здесь на байках даже перевозят все, что угодно. Любой груз и животных.
Иногда можно увидеть, как кто-то перевозит на байке, например, холодильник. Еще есть тут вот такие извозчики, это велорикши. Они возят в основном туристов и часто обманывают на деньги. Не все, конечно, но ездить с ними не рекомендую. Об этом, кстати, я тоже хочу рассказать подробнее, но в другом видео. Многие вьетнамцы любят прятаться от солнца, поэтому зачастую можно встретить таких закутанных в одежду и маски женщин. Оригинальный атрибут некоторых простых людей — это такие вот вьетнамские шляпы конусообразные, как у Рейдена из Mortal Kombat. Raiden wins. Они хорошо защищают от солнца, а в диких условиях их даже можно использовать как миски для еды. Обычно их носят уличные торговцы, рабочие и работающие в полях земледельцы и пастухи. Интересно, что здесь нет большого количества урн. Люди обычно выбрасывают мусор возле дорог в пакетах. И каждый день вот такие рабочие мусорщики его убирают с дорог. Проезжают машины или с тележкой проходят и загружают весь мусор в тележки и вывозят. Такие вот рабочие, они убирают улицу, ухаживают за растениями. Вот такая вот еще интересная особенность. За городом можно увидеть гуляющих коров возле дорог. Ну и коровы здесь даже другие, не как в России. Во Вьетнаме большое расслоение в обществе. Есть очень богатые люди и очень много бедных. Здесь можно увидеть дорогие автомобили и мотоциклы. А можно наблюдать бедняков, собирающих милостыню, или попрошаек разных возрастов. Есть красивые, ухоженные районы, но в основном обычные вьетнамские хрущобы с узкими улочками. Интересно, что у вьетнамцев даже нету прихожих в жилищах. Заходя в дом, сразу же попадаешь в комнату в жилую. Они часто не закрывают двери. Можно даже увидеть, как у них там все устроено, проходя мимо. Мне очень... Даже дверь открыта. Здесь как раз такая маленькая улочка, тесная. Тут буквально на 2-3 байка проезда. Этот райончик находится на островах Ничанга, на островах реки Кай. И здесь как раз между этими островками проходит маленький узенький мостик, по которому ездить даже опасно. Вот он. Буквально здесь разъехаться можно только 2 байкам по ширине. Вот такие жилища тоже здесь. Ехать по ним нужно аккуратно и желательно не пьяному, чтобы не получилось вот так. Колян! А! Давай! Это было эпично. Во Вьетнаме просто дивные пейзажи. Природа здесь живописна и разнообразна. Здесь горы и различные смотровые площадки. Равнины и рисовые поля. Разные водопады. Множество пляжей по всему побережью. Живописные бухты и реки, острова разной величины, тропические пальмы и сосны в горных прохладных районах. Вьетнам действительно прекрасен, а его климат располагает к путешествиям по всей стране. Здесь красивых мест бесконечное множество. А какие яркие восходы солнца здесь можно наблюдать? Разнообразие природных локаций и интересных культурных мест дает возможность для активного времяпрепровождения.
Много куда можно сходить самостоятельно пешком или доехать на байке. Но и есть большой выбор организованных поездок на автобусе или даже на самолете в другие районы Вьетнама. Здесь можно посетить различные храмы со своими особенностями и историей. Огромные статуи Будды. Экскурсии в самые популярные туристические места. Поездки в разные зоопарки и океанариумы. Парки аттракционов. Прогулки на катерах по островам. Уникальные поездки по нетуристическим местам. Есть что выбрать, исходя из своих интересов и бюджета. Кухня во Вьетнаме, как и культура в этой стране, очень непривычна для европейцев и русских. Все дело в особых специях и необычных для нас ингредиентах, которые придают блюдам уникальность. Здесь очень много мест, где можно перекусить, и познакомиться с ней можно на каждом шагу. Во Вьетнаме очень любят супы. Готовят наваристые бульоны и подают с лапшой. Кстати, еще тут очень популярен хот-pot. Это когда готовишь супчик с морепродуктами у себя за столом. Приносят такое устройство, в котором бульончик. Туда закладываешь овощи, морепродукты и провариваешь самостоятельно. Такое блюдо на 2-3 человек. Еще делают роллы из рисовой бумаги. Здесь очень популярен стрит-фуд, это еда на улице. Это могут быть такие повозки, где готовят, например, вьетнамские сэндвичи бан ми, или жарят какие-то шашлычки, или делают вот такие штуки. Выкладывается начинка на разогревающийся рисовый сухой лист. Его заворачивают, и получается вообще прикольно. А вот тут как раз продаются такие роллы с рисовой бумагой. Или это могут быть еще такие кафе на улице или в небольших помещениях. Они используют миниатюрные пластиковые стульчики со столиками. Их выставляют вечером повсюду и даже на тротуарах. В таких местах можно попробовать всякие разные местные закуски на гриле. Причем жарят на гриле все. И мясо, и курицу, и рыбу, и морепродукты. Едят тоже все вместе. Такого европейского разделения по индивидуальным блюдам нет, когда едят персонально и только мясо или только рыбу. Здесь заказывают на компанию несколько разных блюд и едят вместе из общих тарелок, накладывая себе в мисочку. Самый популярный продукт — это, конечно же, рис. С рисом едят практически все блюда, как с гарниром для насыщения. Еще делают разную лапшу и рисовую бумагу для роллов. Варят кашу, например, кашу с устрицами. Как вам такое? Помимо разнообразия блюд из привычных ингредиентов, во Вьетнаме можно попробовать мясо буйвола, страуса, крокодила, питона, змеи, лягушек, разных рыб, морепродукты и различных улиток. Помимо блюд здесь также можно попробовать много необычных напитков, такие как тростниковый сок, кокосовая водичка в кокосах, фруктовые и овощные соки и смузи, вьетнамские кофе и чаи, маракуйевое пиво, соевое молоко. Подробно о разных напитках, блюдах и способах приготовления я показываю в своих видео, так что не пропускайте новые выпуски. Вьетнам — это одна из самых дешевых стран для жизни и отдыха. Даже самые дорогие отели здесь дешевле, чем во многих странах. А минимальная цена в самых бюджетных отелях может быть 250-300 тысяч донгов в сутки. А в хостелах можно переночевать и дешевле. Аренда байка около 150 тысяч донгов в сутки, а найти какой-то недорогой байк для покупки можно даже и за $150. Именно столько и стоил мой первый байк в Ничанге. Еда стоит тоже недорого. На рынках или так же, или дешевле, чем в России, а в кафе можно попробовать всякую экзотику, но совсем за копейки. Те же устрицы, например, могут быть всего по 10 тысяч донгов за штучку. Кстати, на стандартное вьетнамское пиво такая же цена, как и на устрицу, по 10-12 тысяч за банку или бутылку. Также здесь и недорогой крепкий алкоголь. Хороший вьетнамский ром можно купить всего за 150 тысяч донгов за литр, а местную текилу, например, за 250 тысяч донгов за 0,7. В ресторанах уровня повыше цена тоже ниже, чем в российских ресторанах. А еще есть возможность сэкономить на каких-то экскурсиях. В некоторые места можно съездить самостоятельно на арендованном байке. Куда-то можно и пешком сходить или доехать на автобусе. Проезд по городу на автобусе 8 тысяч донгов. Междугородние автобусы в непраздничные дни стоят примерно 250 тысяч донгов, а билет на самолет внутреннего авиарейса может быть всего за 500 тысяч донгов. Аренда жилья в среднем от $200 в месяц.
Так что ни в чем себе не отказывать во Вьетнаме можно, ну и сэкономить при желании тоже. Вьетнам яркая, солнечная, красивая, своеобразная и гостеприимная страна. Путешествовать по ней можно с огромным удовольствием. Конечно, есть определенные недостатки во вьетнамском менталитете, к которым приходится привыкать, особенно если здесь живешь. Но главное — это приезжать сюда с позитивным настроем и с желанием открывать для себя что-то новое. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я действительно стараюсь каждое видео улучшать и делать их более интересными. И обратная связь, кстати, тоже очень важна. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что было бы интересно посмотреть еще в следующих видео. До встречи в следующем выпуске!